Всем привет, меня зовут Максим, а это первая часть легендарной серии игр Готика. Готика — это отличный представитель жанра РПГ, и ее не стоит судить по годам, и уж тем более по графике. Она доказала то, что графика — это не главное, а важнее — это атмосфера, наполненная жизнью и событиями. А на мой взгляд, отлично проработанный сюжет никого не оставит равнодушными. Давайте начнем, новая игра, поехали. Долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Война против орков разгоралась с новой силой, и каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии, и каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге, король поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к барьеру руду. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к... Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу круга. Ты зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь. Что ж, хорошо. Я возьму письмо. Но на одном условии. Избавь меня от его болтовни. Ах ты смеешь! Молчание! Отправляйте его. Добро пожаловать в нашу колонию. Довольно, хватит. Оставьте его. А теперь убирайтесь. Вставай. Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Хорошо. Что я должен узнать об этом месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть 3 лагеря. Старый лагерь самый большой. Он был первым. Как добраться до старого лагеря? Дорога выведет тебя сама. Старый лагерь — ближайшее поселение, которое встретится тебе на пути. На подступах к лагерю бродят немало диких тварей. Нужно быть безумцем, чтобы разгуливать окрест без оружия. А где мне взять оружие? Когда доберешься до старой шахты, внимательно посмотри вокруг. Уверен,
ты найдешь что-нибудь полезное. Шахту легко найти. Она находится в 20 шагов отсюда. Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. Буллет со своими парнями мог запросто убить тебя. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Предложение? Да. Я думаю, после знакомства с шайкой Буллета ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть 3 лагеря, и ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь – лучшее место для них. А где сейчас Буллет? Вместе с остальными тащат припасы из внешнего мира в лагерь. Ты встретишь его там. Но если ты хочешь сразиться с ним, будь осторожен. Буллет – неплохой боец. У меня есть письмо к Верховному Магу Круга Огня. Правда? Его отдал мне какой-то маг перед тем, как стражники сбросили меня со скалы. Тебе повезло, что больше я не могу показываться на глаза магам. Любой другой с радостью перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят своим гонцам. А большинство людей здесь не имеет за душой и гроша. На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил бы кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит надеяться. Почему? Маги живут в старом лагере, но только людям Гомеза дозволено входить в их замок. Кто такой Гомес? Гомес – самый влиятельный из баронов. Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Предположим, я хочу стать одним из его людей. Что мне нужно делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. Я благодарю тебя за помощь. Мы встретимся в старом лагере. Ну что ж, добро пожаловать в колонию. И сразу спасибо Диего, что спас нас. Так, какая у нас там в дневнике запись? Текущее задание: вступление в старый лагерь. Чтобы присоединиться к людям Гомеза в старом лагере, мне нужно увидеться с Торусом. Хорошо. Пока я разговаривал с Диего, заметил там... Вон они. Там, видимо, менее удачливые, чем мы. Или Диего не успел их спасти. Такое прям напряженное было начало. Нас кинули с этой скалы, хотя в ролике показывали то, что можно было и на вот этом вот прекрасном лифте нас аккуратненько спустить. Но нет, нас кинули в воду. В это водоем. Спасибо, что успели, что смогли выплыть вообще, что он умеет плавать. И тут же Буллет нас поприветствовал доброжелательно так со своими друзьями. Как там сказал Диего, что он здесь для того, чтобы показать нам то, что старый лагерь — это самое лучшее место для нас. Но Буллет был первым, и он показал все с точностью да наоборот. Опять-таки. Ладно, шутки шутками. Что здесь интересного есть? Ага. Это, наверное, тот барьер, за который нам говорили, который всех впускает и никого не выпускает. Думаю, не стоит проверять. Да. Что здесь интересного есть? Руда. Пиво внезапно. Кстати, что у нас по инвентарю? Оружие, доспехи, магия, артефакты, еда. Еда, пиво. Ну, логично. Эликсиры, документы, письмо магам огня. Печать не срывать. Видимо, то самое магическое письмо, которое мы должны будем передать магам огня. Маги живут в замке, в старом лагере. И туда пропускают только людей Гомеза. Так. А вот карта, ничего нет, да? Пока здесь ничего нет. Это вот та олдскульная игра.
где нет никаких маркеров, никакая стрелочка тебя не ведет. Диего сказал, в 20 шагах отсюда находится шахта. И там в округе можно найти себе оружие. Так как без оружия здесь очень опасно. Очень опасно. Как бы ходить, да, шататься по окружностям. Привет, Ори. Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена, особенно эти головорезы из нового лагеря. Ты новенький, которого зашвырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь, так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Диего? Да, поговорил. Хорошо. Значит, ты в курсе всего происходящего. Почему мне следует опасаться людей из нового лагеря? По сравнению с новым лагерем, старый — это тихое и безопасное место. Новый лагерь не получает товаров из внешнего мира. Их воры просто крадут все, что им нужно. А старый лагерь? Во главе всего здесь стоят бароны. Следом за ними идут стражи и призраки. Ну а в самом низу находятся рудокопы. Каждый, кто прибывает сюда, сперва становится рудокопом. Если хочешь достигнуть большего, для начала тебе придется стать одним из призраков. Когда я выплыл на берег, один из этих типов ударил меня. Так поступают со всеми новичками. Они называют это боевым крещением. И в старом лагере все такие? В любом месте найдется парочка негодяев. Но они не тронут тебя, если ты платишь деньги за свою защиту. Я видел, что вместе с товарами сюда отправили какую-то женщину. Да, бароны получают все, что хотят. Ты хочешь сказать, что король выменивает руду на женщин? Они такие же преступники, как и все здесь. Если бы Гомезу не понадобилась эта женщина, она бы сидела в тюрьме или еще где-нибудь. Не знаю, что хуже. Мне нужно какое-нибудь оружие. Возле брошенной шахты, дальше по этой тропе, наверняка можно найти что-нибудь. Но не стоит лезть в драку с чем-то вроде ржавой кирки. Эти штуковины слишком тяжелые и неудобные, чтобы быть хорошим оружием. Неопытный боец должен использовать их лишь в случае крайней необходимости. Постарайся добраться до старого лагеря целым и невредимым. Спасибо, Ори, за информацию. Стражник. Как идут дела? Хорошо. Воров из нового лагеря пока что не видно. Так, ну что нам интересно Ори рассказал? То, что в старом лагере нам придется платить за защиту. Если мы хотим чувствовать себя в безопасности. Опять-таки. Мясной жук. Мясо жука. Бонус к жизни плюс 4. Будем собирать все подряд, так как у нас абсолютно ничего нет, и нам пригодится абсолютно все. Еще мясной жук. Плюс опыт 10. Тоже хорошо. Кстати, что у нас там по статам? Уровень 0, опыта 20. Следующий уровень у нас будет 500. Так. Сила плюс сила 10, ловкость 10, мана 5, жизни 40. Защита по нулям. Одноручный, двуручный лук, арбалет. Все по нулям. Скрывание замков, кража, не обучен. Шанс провала 90%, магия не обучен, специальное умение. Подкрадывание и акробатика не обучен. Окей, задания также остались. Что еще? Опять-таки, как Ори сказал, что все вновь прибывшие становятся рудокопами. В старом лагере иерархия. Теперь вновь прибывшие рудокопы, потом следом за ними тут призраки, выше стоят. Выше призраков стража, и на самом верху это находятся бароны. И Диего сказал, что баронами руководит Гомес.
Или Гомес. Как правильно будет? Не знаю. А голубика. Голубика. Так, что мы подобрали? Голубика. Бонус к жизни плюс 10. Неплохо. Это 4 голубики. Можем жизни полностью поднять. Так, мы взяли кирку. Как раз то, что нам сказали использовать в крайней необходимости. А у нас как раз крайний случай. У нас ничего нет. Нам пригодится. Наверное, есть старый лагерь. Надо что, вниз по тропинке идти. И что интересного у нас? Ржавый меч. Вода. Ржавый меч плюс 10 урона. Кирка плюс 7. Конечно же, мы экипируем меч. И вот это наш первый противник. Какой-то страшный. Молодой кротокрыс. Опыта плюс 40. Хорошо. Какой же ты мерзкий и страшный. Сырое мясо. Бонус жизни плюс 10. Ну, на самом деле, я бы не стал твое мясо кушать, как бы. Постараемся обшарить каждый уголок здесь. Как еще раз повторюсь, нам пригодится абсолютно все. Каждая мелочь будет нам полезна. Рисовый шнапс. Плохо. Так, я там вижу еще сундук один. И лесенка, да, как будто? Вот и лесенка. Оп. Так, пиво, монеты и стрела. Там, наверное, за камерой остается инвентарь. И вам не видно. Я буду стараться говорить, что подбираю. Кирка, факел. Вроде бы ничего. Тоже поднимемся наверх. Посмотрим, что там спрятали от нас интересного. О, цветочек. Серафис. Серафис. Бонус к жизни плюс 14. Больше, чем голубика. Отлично. И что? Так, внезапно. Спрятался за холмиком. А ты кто? Страшно ли ты, нет? Нет, довольно-таки быстро, за 3 удара падает. Сырое мясо, опять-таки с него подобрали мы. Идем дальше. Здесь что-то интересное. По одному подходите, пожалуйста. О. Подходи, подходи, не бойся. Я не подойду, ты первый, давай. Легко еще отделались, только один раз нас укусили. Мясо, еще мясо. И под деревом дубина. Так, сразу же подбираем дубину. Дубина. Что, серьезно? Дубина плюс 5 урона. У нас наш ржавенький меч намного получше. Эликсир. Еще голубика. Что за эликсир?
Эликсир. Эссенция исцеления. Бонус к жизни плюс 50. Но мы его прибережем на потом. Это что такое? Грозный такой, с дубиной. Но мы уже посмотрели, дубина у тебя несерьезная. Всего лишь плюс 5 атаки. Гоблин. Опыта плюс 60. Уже хорошо. А у гоблина ничего нет. По карманам пусто. Жалко. Так, а эти не страшные. Молодой падальщик. Он за 3 удара падает. 3 удара. Так, что еще интересного здесь есть? Прекрасный вид на старый лагерь, наверное, да? Это же первое поселение. Стало быть, это старый лагерь. Но мы проверим сейчас. И сейчас посмотрим. Извините, одну секунду. Графика. Видимость плюс 300. Это... Маловато, хочется побольше видимости, подальше, чтобы просматривать. Если вам подобрали все? Подобрали. Ну что ж. Еще интересного здесь есть. Руда. И бокал. Ну, довольно-таки неплохо мы подлутались для начала игры. И эликсир подняли. Эликсир нашли хороший. Голубика, мясо. Неплохо так. Где здесь был спуск? Осторожней. Вот сейчас я испугался, думал полететь дальше. Спуститься. Кому интересно, установил патч от Union. Union патч установил, потому что без него никак Готика не хотела запускаться на 11 винде. Установив этот патч, сразу без всяких проблем запустилась. В нормальном разрешении. Стрела. Факел. Бедный Йорик. За что же на тебя так? Вы подобрали какой меч? Ржавый у нас. Это старый. На 2 больше, да? На 2 больше урона. Естественно, сразу экипируем его. Еще дубина. Здесь дубины на каждом углу. Смотрю. Стрелы. Было бы неплохо лук найти. Чтобы издалека вот этих вот валить, не подходить не поближе. Попади ты по нему. Это было довольно-таки неприятно. 10 ударов и 8 из них мимо. Коротковат меч будет. Ладно. Ну как ты попадаешь по мне интересно. Почему я не попадаю? Так. Да умри ты уже. Сразу же. Давайте подлечимся голубикой. Ну, 2 ягодки и жизни полные.
Неплохо. Что еще интересного? Старый лагерь. И есть еще второй новый лагерь. Довольно-таки разнообразно так. Старый лагерь и новый лагерь. Фантазии все нормально. Что подобрали? Орчий лист, бонус к жизни плюс 26. Серафис плюс 14. Хорошо. Уже приятно. И в новом лагере обитают, скажем так, воры и убийцы там обитают, нас предупредил Ори. И там очень опасно. И по сравнению с ним, старый лагерь, несмотря на то, что там обитают в старом лагере такие негодяи, как Шайка Буллета, старый лагерь по сравнению с новым — это тихое и спокойное место. Держи это при себе. Людям не обязательно И нам знать стоит об этом. опасаться типов из нового лагеря. Я сам... Эй, ты! Что тебе? Просто хочу предупредить тебя. Дальше начинаются наши охотничьи угодья. Я испугался, думал, сейчас нападет или что. Это непривычно. То к тебе сам NPC так обращается. Может остановить и гопнуть так. Как гопник, стой, иди сюда. А на кого вы охотитесь? В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться. Если, конечно, знаешь как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было. Почему это место настолько опасно? Ты новенький, да? Каждое место в колонии опасно, так или иначе. Безопасны лишь дороги между лагерями. Да и здесь можно набрести на волков, которые посчитают тебя легкой добычей. И ты действительно ею станешь, если не подберешь себе нормальное оружие и доспехи. Где можно найти хорошее оружие? Ближайшее место – старый лагерь. Просто иди по тропинке, она приведет тебя туда. Но в нашем новом лагере можно достать вещи дешевле, если, конечно, знаешь нужных людей. Если окажешься в старом лагере, разыщи Мордрага. Он один из нас. Немного руды, и он продаст тебе все, что нужно. Расскажи мне что-нибудь о колонии. Для того, чтобы добраться от одного лагеря до другого, нужна карта. Сэкономишь время и не будешь без толку плутать по дорогам. Тупик может оказаться опасным ущельем, где обитают твари, которых лучше обходить стороной. Не приближайся к старым развалинам. Их здесь много вокруг. Большинство из них обломки укреплений времен Первой войны с орками. Попадаются и брошенные оркские норы. Среди развалин можно встретить орков, а иногда кое-кого и похуже. Я стараюсь не ходить туда, особенно ночью. И еще один совет. Не стоит заходить в лес. Где я могу раздобыть карту? Расспроси людей в старом лагере. Где-то там должен жить картограф. Может, тебе даже удастся стянуть у него одну из карт. Если получится, прихвати одну для меня, ладно? Так, два варианта ответа. Зачем эти карты? Разве он не продает их? И второе, я бы взял столько, сколько смог унести. Если это типы из нового лагеря, и как он сейчас сказал, если получится стянуть, стяни ему. Наверное, ему лучше ответить второй вариант. Я бы взял столько. Если предоставится возможность взять их, не заплатив, то я наберу столько, сколько смогу унести. А ты ничего. Тебе стоит подумать о том, чтобы присоединиться к новому лагерю. Если вдруг окажешься там, найди Ларса. Уверен, он подыщет тебе работу. Благодарю за помощь. Не думай, что все будут такими же дружелюбными, парень. Карманы у новичков обычно пусты, но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Ну что ж,
Мне пока больше симпатизируют головорезы из нового лагеря. Раздают советы направо и налево. Ты ведь охотник, так? Похоже на то. А что тебе нужно? Мне очень бы пригодилась пара советов. Я могу научить тебя нескольким хитростям, но все здесь имеет свою цену. И сколько же это будет стоить? Для начала один добрый глоток пива, а там посмотрим. Вот, пей пиво и расскажи мне об охоте. Падальщиками мы называем этих больших птиц. Атаковать их нужно поодиночке. Довольно легко выманить одного падальщика из стаи. Когда ты подойдешь поближе, птица сперва забеспокоится, а затем помчится на тебя. Ты должен уже ждать ее с оружием в руках. Если тебе удастся нанести удар, прежде чем тварь укусит тебя, не останавливайся, продолжай драться, и ты одержишь победу, не получив ни единой царапины. Если же она ударит тебя первой, не стоит до этого доводить. Да, мы это уже поняли до этого. Можешь ли ты рассказать мне еще об охоте? Могу, но пивом ты тут уже не отделаешься. Если знаешь как, то с убитой твари можно снять шкуру, забрать клыки и когти. Это не так-то просто, но подобные трофеи высоко ценятся. Любой торговец с радостью купит их у тебя. Добывать кожу, 1 единицу обучения, 100 кусков руды. Ага, руда это валюта, значит. А у нас там нет ничего, да. И опыта у нас нет, и... Так, твои советы стоят недешево. Твои советы стоят недешево. Но с их помощью ты заработаешь немало руды. Туша зверя, которую ты не умеешь разделывать, просто сгниет без пользы. А ты потеряешь возможность задорого продать его шкуру. Выходит, ты рисковал зря. На твоем месте я постарался бы научиться всему как можно быстрее. Да, я бы тоже постарался как можно быстрее все выучить, но... Нам, кстати, до уровня еще 140 опыта. Ну, не так уж и много. И опять-таки еще раз повторю, что мне ребята из нового лагеря намного больше симпатизируют на данный момент, чем из старого лагеря. Может, мне будет так испортил настроение. Все. Давай поговорим о чем. Даже так. Рядом с Может- ними лучше оружие не вытаскивать. Очень-очень опасно. Так, давайте вот этих будем по одному выманивать, как нам советовали. И будем атаковать. Вы что делаете? Стойте! Не хотел бы я оказаться на его месте. Выманили. Ты не должен верить. Минус 120 опыта. Офигеть. Похоже, Ну, хоть мясо назревает подберем. проблема. Вот это сейчас было неожиданно. Мимо просто пролетело 120 опыта. А там 4. Давай по одному. Здесь. Ну-ка, давай, подходи. Подходи, не бойся. Ну. Это какой-то другой. Это падальщик. Плюс 2 мяса. Те были молодые, которые за 3 удара падали. А это обычный падаль. Это уже взрослый падальщик. На него нужно побольше ударов. Так, ну что ж. По той же схеме, по одному. Давай, подходите.
А нет, это уже двое. Кто-то мне кажется, что двоих я не смогу за раз осилить. Нет, давайте рисковать не будем. Пока мисс рано еще для нас это. А вон там еще один. Там еще двое. Давайте вот этого заберем. Раз. Ну. Прыгай. Попади, пожалуйста. Так, что осталось у нас? Еще 50. Это еще один. И этого они убили, да? Минус еще 40 опыта. Неприятно очень. Очень-очень неприятно. Так, а там что? Костер и сундук. На том берегу. Надо будет туда зайти. Посмотреть, пошарить в этом сундуке. Что там интересного лежит. Так, мы его обчистили, да. Ничего нет. А вы кто? Стражник у моста. Привет, я здесь недавно. Как это мило. Это старый лагерь на том берегу. Нет, это новый лагерь. Старый находится дальше. Вот ты, блин, шутник. Я говорю, мне все больше и больше симпатизируют. Сейчас. Что вы здесь делаете? А как, по-твоему? Охраняем мост, конечно. Мы следим за тем, чтобы ни одна хищная тварь не перебралась на другую сторону реки. Возможно, у вас есть для меня какой-то совет. Ага. Никогда не ходи в лес в одиночку. Если, конечно, не собираешься перебить всех тварей, которые там обитают. Не забудь заглянуть в старый лагерь. У них уже есть для тебя кирка. Я говорю, мне все больше и больше симпатизируют ребята из нового лагеря. Они что ли добрее как-то? Эти ребята из старого лагеря такие напыщенные. Говорит, вот не забудь заглянуть в старый лагерь. Говорит, тут у них уже для тебя есть кирка. Приготовлена. Да уж. Так, что здесь? Кого сначала? Падальщика? Или кротокрыса? Если это... Кто первый? Ты? Подходи давай. Давай. Кротокрыс взрослый. Угу. Вот и уровень. Вообще отлично. Угу. Прекрасно. Так, двоих мы взяли. Еще один остался. Ну, за 3 удара тоже они отходят. Так, сразу же мясо подпираем. Мясо. Мясо. Серафис. И что здесь интересного вы охраняли? О, грибочек. 2 грибочка они охраняли, и все. Ладно, давайте мы залечим жизни нашей прекрасной голубикой. Так. Хорошо. Так, падальщик. Давай тоже иди к нам в коллекцию. Да что ж ты сделаешь?
Почему я не попадаю по нему? Вот это я сейчас напрягся. Вот это было опасно очень. Почему я не попадаю по нему? Это было очень-очень-очень опасно. Наверное, надо сохраниться. New game. А то я чувствую, что в любой момент могу откинуться. Так, еще голубика, очень хорошо. Так, и тот костер, который мы видели с того берега. Давайте посмотрим, что здесь интересного есть. И опять-таки сразу подлечимся. Ну, здорово, мужики. Рудокоп. Чем ты занимаешься? Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Так что проваливай. Ой, какой ты бука. Так. Рогу из мясных жуков. Это из вон тех, вот которых мы в начале убивали, да? Вот противных. Деревянная ложка. Из них делают рагу. Неплохо. Почему ты здесь, а не в лагере? Я жду одного друга из шахты. Он задолжал мне руду. А без руды мне нельзя появляться в лагере, потому что я не смогу заплатить стражникам за защиту, и тогда у меня начнутся большие неприятности. Походу, у нас они тоже будут. У нас есть 3 руды. Интересно, сколько стоит крыша, скажем так, над головой. Сколько стоит купить крышу у стражников? Так, в сундуке что? Я уже предупреждал тебя, держись под... Ой, ой. А что же вы не сказали, не предупредили, что это ваш сундучок? Не-не-не-не-не. Все, я убегаю, я убегаю. Ну тебя, блин. Ты еще бежишь за мной, интересно? Я даже боюсь обернуться. Давай-ка сделаем такой умный круг. Раз. Бежит. Бежит, мудак. Он бежит. Это да. А что мне делать сейчас? Вернись, трус! Сейчас, блин. Нашел дурака. Тебе надо, ты и беги. Нашли ж приключения. А что же вы не предупреждаете? Хоть табличку вы поставили, что это ваш сундук. Сколько у меня жизней? 52. Вот я смотрю, что 4 голубиками жизни мы не заполняем себе. Так, мне кажется, что надо еще раз сохраниться. И давайте-ка лучше уже зайдем наконец-то в старый лагерь. А то снаружи довольно-таки опасно. Куда это ты направляешься? В лагерь. От тебя не будет проблем, ведь так? Так, Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Просто хотел немного осмотреться. Вообще-то я планировал взорвать весь лагерь. Почему бы и нет? Вообще-то я планировал взорвать весь лагерь. Эй, да ты забавный парень. Не люблю забавных парней. Ты серьезно? Возвращайся, трус! Дежавю. Где-то уже такое было. Второй раз за минуту нарвался, да? А чего следовало ожидать, когда стражнику такое говоришь? И что сейчас делать? И что делать сейчас?
Мужик, давай дружить будем. Я ж пошутил. Все, ты больше не обижайся. Я могу зайти? Ну-ка. Снова ищешь неприятностей? Нет, ты что? Есть новости. Не, все как обычно. Если ты думаешь... Что ж, нормально. Если ты думаешь... Прям очень напряженное начало. Веришь, Я не... Мы зашли, так сказать, в новый Скорее лагерь всего, живыми, ты прав. невредимыми. Мы это сделали. Следить за тем, что говоришь, Это было очень-очень опасно. Действительно, очень опасная Больше дорога была. Если ты думаешь... Стражник, призрак. Держись. Не должен верить. Лучше ни на что не натыкаться. Привет. Что тебе нужно? Я думал, это выяснили. Расскажи мне о лагере. Я думаю, самое интересное место — это рынок. Обязательно загляни туда, если тебе что-то понадобится. Он находится под большой крышей к югу от внешнего кольца. Ты в результате попадаешь в неприятности. К югу от внешнего кольца. А где север, где юг? Ты должен следить за Вот тем, так что вот. говоришь. В старых играх вот так вот. Ни маркера, ни стрелочки. Я сомневаюсь, Похоже что... на- Иди ищи, где юг, где север. Держи это при себе. Людям не обязательно. Кто еще здесь может быть мне полезен? Если у тебя возникнут проблемы со стражниками, Веришь, поговори с в результате Граву. попадаешь в неприятности. Ты найдешь его в купальне, рядом с воротами замка. Если ты... Он занимается теми, кто попал в неприятности. А это случается чаще, чем ты думаешь. Особенно Скорее с всего, ты новичками. Купальня около замка. Где эта купальня? Я хочу стать Это точно призраком. не моя проблема. Да? Ты уже поговорил с Диего? Это Да. точно не моя проблема. Я так и сделаю. Быть... Хорошо. Мне от этого все равно Я хуже не сомневаюсь, что будет. это когда-нибудь изменится. Хотя, кто знает. Что-то не то в этой истории. Я не хочу в это ввязываться. Где я могу найти Диего? Обычно Пока меня не в- он проводит день у входа в замок Это точно не вместе моя с проблема. Торусом. Торусом. Диего говорил Это с точно ним не поговорить моя для проблема. вступления. Неприятности так всегда и бывает. Где я могу найти Торуса? Обычно он стоит Лучше не слушай у всех входа в припадков. замок. Ты не должен верить всему, что слышишь. Так, будем искать. Веришь кому? Будем искать. Такой напыщенный Давай стоит. поговорим о чем-нибудь еще. Не хотел бы я оказаться на его месте. Похоже, А назревает. вон и Диего. Я тебя увидел. Если, Привет, дружище. Друг, привет. похоже, назревает проблема. Расскажи мне о старом лагере. Это самый большой и сильный из трех лагерей. Моя проблема. Гомез и его люди контролируют старый лагерь, а значит Веришь и все кому-то, поставки и в руды. результате попадаешь Раз в в месяц неприятности, король так всегда присылает и нам бывает. все, что мы не попросим. Мы держим старика в кулаке, понятно? Он Давай присылает поговорим нам о вино, чем-нибудь хлеб, еще. мясо, оружие. Ты не должен верить Все, всему, что ты слышишь. тоже можешь рассчитывать на часть добычи. Все, что тебе нужно, это присоединиться к людям Моя Гомеза. проблема. Окей. А другие два лагеря? Они Что-то разделились, не то в этой пытаясь истории. осуществить свои безумные планы побега. Новый лагерь находится в западной части колонии. Назревает Они думают, что проблема. смогут просто взорвать барьер, если соберут достаточно много руды. Каждый раз Есть одна и еще та же секта история. безумцев на востоке. Они выстроили лагерь посреди болота и молятся своему идолу, Еще. чтобы он освободил их, пока он им ничем не помог. На твоем месте я бы не стал тратить время на этих сумасбродов. Расскажи мне про барьер. Каждый Тут раз нечего одна и та же рассказывать. история. Для людей он непроницаем. И что будет, если я просто попробую уйти отсюда? Последний, кто пытался выбраться наружу, очень быстро превратился в Я покойника. больше не слушаю всякую трепотню. Эта чертова штуковина легко впускает тебя внутрь и держит тебя здесь до конца Каждый твоих раз дней. одна и та же Если история. есть способ выбраться наружу, я найду его. Ты уже торопишься убраться Веришь отсюда, кому-то, а? Некоторых и в людей результате ничего попадаешь А ведь в ты только что неприятности. прибыл. Так всегда и бывает.
Береги себя. Держи это при себе. Все понятно. Мне очень нравится озвучка. Очень-очень классная. Давай поговорим о думаешь, еще. Торус. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Чтобы присоединиться к людям Камеза в старом лагере, мне нужно увидеться с Торусом. Торговцы в старом лагере. Вор Мордрак в старом лагере продает различные товары по приемлемым ценам. Оп. Учителя вне лагеря. Вор Драк сказал, что за определенную цену может научить меня потрошить животных. Он охотится в районе от торговой площади до старого лагеря. Хорошо. Привет, Торус. Кстати, на доспехах это морда кротокрыса. Очень прикольные доспехи. Хочу такие же. Хочу такие же. Скорее всего, ты прав. Я больше не слушаю всякую... Похоже, ты не пропустишь в замок никого постороннего. В замок могут заходить только люди Гомеза. Люди всегда болтают. Если бы я поделился с тобой своим запасом руды, ты бы позволил мне войти в замок? Своим запасом. Сколько? Но пересчет этой руды должен занять много времени. Мы с ребятами должны считать достаточно долго, чтобы ты успел проскочить незамеченным. А поконкретней? 1000 кусков должно быть достаточно. 1000 кусков? Но ты можешь стать одним из людей Гомеза и пройти в замок за даром. Этого не случится. Я лучше магов здесь подожду, около двери. Держи это при У меня есть 1000 кусков. Ну-ну. У меня есть 1000 кусков руды. Пропусти меня. Не пытайся надуть меня, малыш. У тебя нет 1000 кусков. Ну, попытаться стоило все-таки. Так, мне нужно попасть в замок, у меня есть письмо. Диего очень дословно нам разъяснил то, что за письмо лучше никому не рассказывать. Я хочу работать на Гомеза. В самом деле? А почему ты думаешь, что Гомез заинтересуется тобой? Ты не должен верить всему, что слышишь. Диего сказал, что решать это будешь ты. Если Диего считает, что ты нам подходишь, почему он сам не занимается тобой? Позволь объяснить. Диего должен испытать тебя. Если он решит, что ты нам подходишь, я позволю тебе войти в замок и встретиться с Гомезом. Но все остальное уже зависит от тебя. Понял? Я поговорю с Диего. Почему бы тебе самому не испытать меня? Все не так просто, малыш. Каждому новичку, который хочет чего-то добиться здесь, нужен покровитель. Этот покровитель должен быть из людей Гомеза. Он сам испытает тебя. Покровитель будет в ответе, если ты провалишь дело. Таков закон. Не хотел бы я оказаться на его месте. Одна и та же история. Возможно, я смогу быть чем-то полезен тебе. Нет. То, чем занимаемся мы, стражники, тебе немного не по плечу, малыш. Ты лучше выполняй задания своего покровителя. Я вполне могу делать и то, что ты мне прикажешь. Да ну! Вижу, не терпится стать героем, да? Есть одна задачка. Как раз для того, кто не работает на Гомеза. Но предупреждаю тебя, если провалишь дело, то заработаешь чертову уйму неприятностей. Ты должен следить за тем, что говоришь. Я готов выполнить твое задание. То, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами. Никто другой не должен знать об этом. Понял? Конечно. У нас возникла проблема с одним типом из нового лагеря. Его зовут Мордрак. Он крадет у баронов. Разумеется, тоже можно сказать и о большинстве воров из нового лагеря. Но у этого типа хватает наглости приходить к нам и продавать наши же вещи нашим же людям. Это зашло слишком далеко. Но он знает, что я не могу ничего сделать. Почему? Его защищают сами маги. Это гениально. Он гениальный тип.
Похоже на то, что главной проблемой для тебя являются маги. Да, и эту проблему не так-то легко решить. Несколько лет назад один из призраков попытался прирезать верховного мага Круга Огня, пока тот спал. Этого бедолагу потом нашли во внешнем кольце. Точнее, то, что от него осталось, было разбросано по всему внешнему кольцу. Почему маги защищают этого Мордрага? Они используют его в роли посыльного. Наши маги поддерживают связь с магами из нового лагеря и часто отправляют друг другу гонцов. Скорее всего, им очень не понравится, если я вышвырну одного из гонцов за ворота лагеря или убью его. А что насчет меня? Что маги сделают со мной? Ты здесь новенький. Все будет нормально. Но я отвечаю за своих людей. Вот почему очень важно, чтобы ты держал свой рот на замке. Если я новенький, типа мне маги ничего не сделают. Где я могу найти Мордрага? Ты найдешь его возле южных ворот на другой стороне замка. Этот ублюдок не смеет заходить дальше в лагерь. Ты хочешь, чтобы я прикончил этого типа? Я просто не хочу больше видеть здесь его рожу. Как ты этого добьешься, мне все равно. Я позабочусь об этом. Ладно. У южных ворот находится. Вот оно, где юг, где север. Сзади, с другой стороны замка, получается юг. Значит, здесь север. Ну вот и разобрались. Где север, где юг. Ну что ж, Диего, привет. Я поговорил с Торусом. И что он сказал? Он сказал, что если ты дашь свое согласие, я смогу присоединиться к старому лагерю. Похоже, я нашел себе новую работенку. Мы можем начать прямо сейчас. Прежде всего, тебе нужно кое-что понять. Что нужно знать для того, чтобы присоединиться к вашему лагерю? Если хочешь стать одним из нас, прежде всего ты должен показать себя полезным. Во внешнем кольце есть несколько очень влиятельных людей. В основном призраки. Если сумеешь произвести на них впечатление, считай, полдела сделано. Затем тебя ждет испытание веры. Ты должен будешь доказать, что искренне предан этому лагерю. Помимо этого, новичкам приходится многому учиться. Чем больше ты будешь знать, тем ценнее ты будешь для нашего лагеря. Где искать этих влиятельных людей? Ну, одного из них ты видишь перед собой. Есть еще Торус, ты его уже знаешь. Что до остальных, их тебе придется поискать самому. Если ты не сможешь справиться с этим, то тебе нечего делать среди нас. Погуляй по внешнему кольцу, поговори с людьми, и ты поймешь, кто есть кто. Кто может стать моим наставником? Начни с Фингерса. Он у нас самый опытный. А потом, если посмотришь по сторонам, увидишь, что многие могут тебя чему-нибудь научить. Где живет Фингерс? О, его дом надежно укрыт от посторонних глаз. Дом Фингерса находится у стены замка. Начни отсюда и иди по направлению к арене. Когда окажешься у ворот, поверни налево и спускайся вниз по направлению к арене. Не хотел бы я оказаться на его месте. всегда болтают. Что такое испытание веры? Ты должен отправиться в старую шахту. Там ты встретишь одного парня. Его зовут Ян. Он даст тебе список. Это очень важная бумага. Список всех припасов, которые нужны для нормальной работы шахты. Рудокопы получат их со следующим караваном. Без проблем. Нет, проблема все-таки есть. Этот список не должен попасть в руки бандитов из нового лагеря. Как я уже говорил, это очень важно. Если ты хорошо справишься, тогда мы пойдем дальше. Если этот список настолько важен, почему ты думаешь, что Ян отдаст его мне? Потому что ты скажешь ему, что тебя прислал Диего. Я скажу. Это когда-нибудь изменится. Где находится старая шахта? Зайди к Грэхэму. Он у нас занимается картами. Скажи, что я послал тебя и что тебе нужна карта. На ней ты найдешь путь к шахте. Он живет слева от северных ворот. Думал, это выяснили еще очень давно.
А ты можешь меня чему-нибудь научить? Да, я могу показать тебе, как увеличить силу или повысить ловкость. Некоторых людей ничего не учат. Ловкость плюс 1, плюс 5. За каждую единицу силы или ловкости плюс 1 Давай поговорим единица. о чем-нибудь еще. Нужна 1 единица опыта. У нас с Возвращайся опытом скорее. что? Тебе еще многому предстоит научиться. Скорее всего, ты прав. Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? По поводу Мордорга, то еще дельце. Ничего не учат. Он не такой уж плохой воин. Тебе нужно тренироваться, если ты действительно хочешь победить его. Займись делом. Поговорим о чем-нибудь еще. Тебе еще многое нужно успеть, если ты хочешь добиться чего-нибудь в этом лагере. Я думал, это выяснили еще очень давно. Торус тебе по секрету рассказал про Мордрага, да? Я не хочу в Береги этом себя. ввязываться. Я понял. Так, Люди что у всегда нас здесь болтают. по заданиям? Испытание веры. Диего послал мне в старую шахту, я должен забрать список у парня по имени Ян. Эта бумага не должна попасть в руки нового лагеря. Ян отдаст мне список, если я скажу ему, что меня послал Диего. Грэхэм даст мне карту, я могу найти его слева от северных ворот. Но благо мы уже знаем, где находятся северные ворота, так как сзади замка это юг, там находится Мордраг. Мордраг, да. Я его правильно? Мордраг, да. То здесь северные ворота. Слева от северных ворот. Слева от северных ворот. Слева. Все правильно, пошли. Будем искать Больше этого картографа. Эй, ты! Тебе повезло. Эй, ты! Но я бы с удовольствием делаешь? набил тебе морду. И в дома никому нельзя заходить. Я понял. Такой Это призрак. точно не Давай моя поговорим проблема. о чем-нибудь еще. Ну, тут должна быть, наверное, какая-то лавка, нет? Веришь кому-то, Картограф. в результате попадаешь в неприятности. Некоторых людей... Так всегда и бывает. Это было не слишком умно. Давай поговорим о Веришь кому-то, и в результате попадаешь в Пока меня не путали. Я сомневаюсь, что Вот это ложка. люди всегда... Пока меня не Да. путали. Не хотел бы я оказаться на его месте. Прям такая ламповая атмосфера. Кстати, очень красивая мелодия. Были времена, как Лютня. всё было совсем по-другому. Ну что ж, друзья, я предлагаю на этой прекрасной ноте закончить эту серию Я больше и не уже слушаю продолжить в всяких следующей серии поиск картографа и влиятельных людей. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.